В попытке прекратить распри по финансово-бюджетным вопросам, которые в течение многих лет терзали Вашингтон, американские сенаторы решили утвердить двухлетний договор. Компромисса по поводу бюджета достигли в среду. Об этом объявили представители республиканского большинства и демократического меньшинства. Этот законопроект – результат широких переговоров между лидерами Конгресса и Белым домом. Никто не назовет его идеальным, но мы усердно работали, чтобы достичь компромисса и в первую очередь думать о служении американцам. Я рад объявить о том, что мы достигли соглашения по двухлетнему бюджетному плану, который включит значительное повышение расходов на оборону и срочные внутренние нужды. Нужно проработать один или два оставшихся вопроса, но в целом соглашение уже готово. Соглашение призвано прекратить постоянные споры между партиями по вопросу расходов. Бюджет объемом $300 миллиардов обеспечит увеличение трат на помощь при стихийных бедствиях, на инфраструктуру и на противодействие опиоидному кризису. При этом демократы в Нижней палате Конгресса уже предупредили, что не поддержат план, если республиканцы не пообещают провести отдельное голосование по вопросу иммиграции. В прошлом месяце федеральное правительство США на 3 дня приостановило работу частично из-за партийных разногласий по поводу иммиграционной реформы. Демократы требуют продлить программу отложенного действия для детей иммигрантов DACA, принятую при Бараке Обаме. Однако Дональд Трамп настаивает, что необходима всеобъемлющая миграционная реформа, которая, кроме прочего, включит возможность для нелегальных мигрантов вступить на путь получения гражданства, а также строительство стены на границе с Мексикой. Двухлетнее бюджетное соглашение теперь должны утвердить обе палаты Конгресса.